Блядь. Вдруг, блядь, что-то существует. Темнота. А вдруг, как окажется, что на самом деле все существует? И что мне потом, как мне с этим жить? Многие ведь любят лесные прогулки. Свежий воздух, яркие лучи солнца, шепот листьев на ветру, да шашлычки у озера. Но есть и те, кого сковывает паническим страхом одно лишь слово «лес». А что если ты окажешься в глухой чаще, в полной темноте и совершенно один? Уже не так романтично, не правда ли? Густые леса с очень давних времен для людей считались способом добычи пищи и укрытия. Однако, несмотря на это, они были и до сих пор остаются очень опасными местами. Например, риск заблудиться или наткнуться на диких животных. Можно перечислять бесконечно. Заражение столбняком, отравление растениями, лесными пожарами. А самое страшное, если там вы сможете встретить людей. И это я сейчас не про гробников, если кто вдруг не понял. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы отправимся с вами в ночной лес. Для того, чтобы я лично испытал на себе тот страх, который можно ощутить там в полном одиночестве. Лес страшен не только дикими животными и клещами. Существует множество загадочных и мистических историй, случившихся там. Есть леса, в которых люди испытывают необъяснимое чувство тревоги. Страх, головные боли, ощущение присутствия чего-то злого. В интернете можно найти очень большое количество историй, где авторы описывают иногда что-то просто сверхнеобъяснимое. Например, в Брянской области существует легенда о ведьмином лесе. По легенде, во время язычества здесь жили ведьмы и колдуны. Местные жители уверены, что там происходят невероятные явления. Светятся необычные огни, слышны странные звуки. Более того, даже появляются призраки. И таких историй большое количество. Устраивайся поудобнее, ведь прямо сейчас мы будем писать свою историю ночного леса. Ребята, уже первая паранормальная активность. Во-первых, летит самолет. А во-вторых, если вы видите этот кружочек, куда я свечу, там... Знаете, кто там? Там ежик. Ни головы, ни ножек. Понимаете? Ежик. Я не знаю, увидите вы его или нет. Знаете, на самом деле находиться одному в лесу очень страшно. Как бы это ни звучало, и как бы я не боялся всего этого, но находиться одному именно, абсолютно одному. У меня нет никого там за спиной, как говорится, да, там рядышком, где-нибудь совсем. То есть Маруська, как минимум, если не находится, то в полкилометра, наверное, от меня. Дальше рация просто тупо не берет. Мы как раз это и проверим. Так, ну пока что ничего супер такого, кроме ежика. Поэтому пойдемте дальше. Так, что я еще думаю? Я думаю, что нужно поставить где-то ночную камеру. Смотрите, здесь какой-то столб, который говорит нам: территория Стардюш. Короче, какая-то не пойми. Так, я пришел на какой-то перекресток. У меня есть направо поворот, у меня есть прямо, и у меня есть налево. Я предлагаю пойти прямо. Так, как бы мне все это поудобнее схватить?
то мне реально очень как-то тяжело. Так. Еще я думаю, что где-нибудь в самом начале, пока я здесь и глубоко в лес не ушел, мне нужно оставить камеру ночного видения. Мало ли что здесь снаружи запишется. Как бы не исключаем такой вариант. Вот. Поэтому пойдемте посмотрим где-нибудь поудобнее местечко. И чтобы оно направлено куда-то светило. Смотрело. Записывало. Я думаю, вон, видите, я не знаю, насколько вам видно сейчас. Я это буду смотреть уже на монтаже. Вот. Но в ту сторону, если посмотреть, то там вот большущий такой туннель получается. Давайте, наверное, в эту сторону и направим ночного видения камеру. Так, вот она у меня одна камера. Я ее немножечко переделал, доработал. Я вам сейчас так покажу, не знаю, насколько вы видите. Ну, в общем, вот она, видите, как в темноте видит. В принципе, достаточно хорошо для того, чтобы если мы что-то вдруг прям увидим, то увидим. Так, подруга, становись здесь. Я надеюсь, что там все будет видно. Так, вторая камера у меня есть. Тоже ночного видения, но мы ее уже поставим чуточки попозже. Вот, поэтому я предлагаю просто отправиться дальше. Здесь какой-то овраг. Такой достаточно глубокий, если честно. Так, давайте поменяю руку. На самом деле очень устает быстро рука. Так. И тут у нас тропа куда-то ведет. Она нас куда-то ведет. Если бы понимать, куда. Пачки. Тут какой-то ручей, что ли, протекал. Деревья повалены. Смотрите, какое дупло. Смотрите. Офигеть. Как будто какие-то большие черви, что ли. Я не знаю, как это обозвать. Так. Что еще? Идем дальше. Так, камера там у нас пишет. Вторая у меня еще пока в рюкзаке. Сейчас мы ее где-нибудь тоже поставим. Конечно, было бы классно, может быть, и с ней прям ходить. Может быть, она нам тоже что-нибудь записала бы. А то мы идем почти слепой. А это что такое? А, это коряга. Еще, знаете, отображение света в глаза. И получается за лампой не особо-то и видно. Хотя, по идее, она должна же вперед светить. Я должен, наоборот, там видеть. Но по ощущениям, как будто светит она мне в лицо только. Очень плохо видно. Ух. Слушайте, ну все равно стрёмно. Просто потому что один. От любого шороха сейчас буду пукать. Вы не подслушивайте, главное. И знаете, что самое такое? Как я уже давным-давно вам говорил. То, что с паранормального, впрочем, самое тупое — это мозг. Потому что ты начинаешь видеть то, чего по сути нет. Ты начинаешь додумывать. Так. Что самое интересное? Прислушайтесь. Очень тихо. Очень тихо. Прям очень тихо. Не знаю, как вам это передать. А тишина, она еще больше нагнетает. И я понимаю, что сейчас любой звук меня напугает. Типа, знаете, чем глубже, тем становится немножечко очковей.
Так, кстати, по поводу ЕМП. Давайте мы ее включим и проверим на электромагнитные волны. Ну, мало ли. Бля, ребят, как же темно. И каждый раз, когда ты поворачиваешься задом к лесу, то кажется, что сзади кто-то сейчас схватит. Так, вот она наша ЕМПшечка, как мы помним. Пока здесь везде 0, это логично. Она запищит. Слышите? Вы, наверное, услышали. Вот примерно так она будет пи-пи-пи-пи-пи, только громче. Чем больше будет вот этот вот... Блядь! Ебаная мать. Я кого-то поймал. Я поймал чью-то рацию. Ребята, у меня сейчас мурашки по поляшкам. Это просто, я ж обос... Слышите? Вы слышите? Вот это страшно. У меня сейчас реально прям мурашки прям по голове, прям по всех. А МПХ от рации пищит из-за того, что срабатывает. Слушайте, чью-то волну поймал. Ох, бля, я сейчас испугался. Я реально сейчас испугался. Это прям было, не шуточно, ни хуя. Бля, ребят, не знаю, как вам сейчас это объяснить. Короче, очень страшно. Да хорош, блядь. Слушайте, никогда не подумал бы, что так случится. Тем более я нахожусь на таком месте. О, слышите? Слышите? Вот чего бы я никогда не подумал. Это то, что поймаю чью-то рацию. Прикольно. Вот эти. Блять, кого-то я поймал. Я не пойму. Что-то говорят. А может быть, это я не волну поймал, а призрака? Так, ребят, вот у меня еще одна камера. Мы ее сейчас включим. Это ночного видения. То есть она у меня без линзы. То есть инфракрасный луч ей даст снимать очень отлично. Это моя личная разработка, самоделка. Вот. Ладно, не личная разработка, но самоделка та еще. Что там? Давайте мне тут хорош, блядь. Мне и так страшно. Так, буду стараться, я не знаю, нести все одновременно. Блин, очень все тяжело. Так. Попробовать эксперимент. У меня МПшка, она, пищать, я как уже объяснял, она не будет просто так. Мне в лесу, конечно, находиться, ребята. Я еще иногда пытаюсь в ночную камеру, заглядывать, потому что там видно лучше даже, чем я вижу вообще в принципе. Блять. В общем, стрёмно, ребят. Не знаю, ребят, пишите, что думаете. В лесу, конечно, находиться стрёмно, знаете чем? Темнота давит на тебя. То есть обычно, когда в темноте ты находишься в помещении, ты боишься, что что-то до тебя дотронется, что ли. А здесь как будто что-то... Как будто бы не знаю, неправильно объясняю. У меня просто мысли путаются, правда.
А по ощущениям, как будто просто темнота на тебя давит, как будто ты в большом пространстве, но в темном, и никогда не выйдешь оттуда. Вот что-то плюс-минус ощущения вот такие. Опа! ЕМПХ запищала. Клянусь, это знак, нахуй. Это знак, ребят. Вы не услышали, но я слышал краем прям уха, что здесь запищала ЕМПХ. А значит, пора делать экспеллиармус. Пора делать. Так, лады, давайте прям тут тогда и забабахаем, правильно? Я считаю, что правильно. Сзади меня находится диктофон. Давайте мы его достанем. Вот запищало, видите, опять от камеры. Ну, либо здесь что-то существует. Знаете, тот момент, что не хотелось бы на самом деле, чтобы я был, может быть, прав или не прав. А это все тоже такое. А вдруг, как окажется, что на самом деле все существует. И что мне потом? Как мне с этим жить? Канал менять? У нас сейчас все, как видите, по нулям. Никакой записи нет. Так. Вырубаю лампу. Так, там все горит. Все горит. И... Бля, как я не хочу вырубать лампу. Так, и тест номер 1. Так, ладно, выключаю. Духи этого леса, свяжитесь с нами. Если здесь обитают духи леса, дайте нам знак. Какая-то хуйня пролетела. Если здесь кто-нибудь есть, скажите что-нибудь. Бля, ребята. Какая-то муха меня задрала. В общем, мне становится страшно. Давайте прослушаем. Духи этого леса, свяжитесь с нами. Если здесь обитают духи леса, дайте нам знак. Какая-то хуйня пролетела. Блин, еще фонарик лагает, ребят. Если здесь кто-нибудь есть, скажите что-нибудь. Я думаю, что тут, ребята, никого нету и быть не может. Это просто лес. Здесь только животные. Ну и я думаю, что все. А еще муха, которая хотела меня съесть. Цикатуха. Позолоченная. Брюха. В общем, да, сел у меня, походу, фонарик. Я не знаю почему. Я вроде заряжал и подготавливался. Но что-то, видимо, пошло. Что-то пошло не по плану, ребята. Знаете, так бывает. Это техника. Что с ней взять? Кнопка, блядь, заела. Называется, наберешь, блядь, тут на Алиэкспресс, блядь, хуйни всякой. Так, ладно, этот не работает. Погнали дальше. К чему вообще все это была запись? Это к тому, что мы видели некоторых блогеров, которые от ночного леса просто в ужасе, понимаете? Да, страшно.
Да, есть ощущение, как будто кто-то за тобой постоянно смотрит. Все, что угодно тебе в голову накручивает мозг, и просто капец. Просто среди деревьев смотреть. Но ты постепенно начинаешь все равно привыкать, когда ощущаешь себя в какой-то безопасности. Безопасности я имею в виду, что тебя никто не трогает, никто ничего нигде не шебершит, не шелушит, ничего не происходит, понимаете? Сегодня очень тихо. И, наверное, это и хорошо. Вот. И в следующий эксперимент я, наверное, возьму с собой еще белый шум. То есть мы возьмем радиоприемник именно. Он будет пш-пах-пуш делать. И мы посмотрим. Может быть, там кто-то ответит. Ну что, погнали потихоньку. Так, потихоньку иду обратно. Забирать камеру. И уже там потом на выход. Так. У нас тут пишет еще камера. Сейчас мы посмотрим, как она видит. Не, ну видит она прикольно, конечно. Это прям... Она прям, знаете, как далеко. У нее луч прям такой. Прям следить. Только лишь. Жалко, что у этой камеры нет стабилизации. В общем, вы все видели сами. Лес очень страшная локация, и недаром ее используют во множество фильмов ужасов. Но лучше всего находиться в лесу с приятными мыслями, друзьями, палаткой, да шашлычком. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка, и лучшая награда за нее – это ваш королевский лайк. Обязательно пиши в комментариях, а ты любишь лесные прогулки? Или тебе больше по душе городские трущобы? А у меня на сегодня все. Подписывайся на канал, ведь дальше будет только интересней. Мы уже посетили заброшенную школу в Тульской области и проверили ее на предмет паранормального. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.